привет! Вы на канале Toy House. Лучшие обзоры для лучших людей. И сегодня у нас будет большая коробка с машинками от фирмы Технопарк. Но давайте еще проведем сегодня с вами небольшой конкурс. Условия? Ну давайте через прям минуточку расскажу, какие будут и что нужно сделать. Итак, в этой коробке модели от Технопарк. Некоторые я из них показывал. Просто как бы я их снял немножко раньше. А вообще вот такая вот должна была быть коробка. Но я их вам тоже сегодня покажу обязательно. Итак, условия конкурса. Давайте сделаем вот что. Если под этим видео наберется одинаковое количество лайков и одинаковое количество комментариев, я выберу 10 лучших, вернее даже YouTube выберет 10 лучших комментариев, и я им передам привет в следующем видосе. Все это нужно сделать до следующего видео. А условия? Ну, надо быть банально, просто быть подписанным на канал и написать хороший комментарий. И все, и ждите от меня привет. Да, и могу еще привет передать в прямом эфире. Это на втором канале, называется он «Макет города» в 43-м масштабе. Вот будет, если прямой эфир там, то тоже там вам передам привет. Короче, 2 привета получат, поэтому дерзайте. Лайкос, комментарий. Окей, договорились? Ну и погнали, давайте к распаковочке. Итак, вот эти модели в больших коробках, они уже были на обзоре. Если ты вдруг не видел, обязательно заходи, смотри. Это у нас вот такая вот Mitsubishi Pajero полицейская с мотоциклом. По-моему, так и называется видео «Полицейские автомобили от Технопарка». Новинки. В общем, это была модель. Эта модель Нива Chevrolet тоже была. Это один был обзор, да. Можете посмотреть. Вот сюда наверх закреплю ссылочку для вашего удобства. Вот такая Лада Веста с прицепом и лодкой. Вот. Крутая, да? Hyundai Solaris. Опачки. Улетел. ДПСный. Белоснежный. В белоснежном цвете мне очень нравится. Красиво смотрится. И вот такая была у нас прям совсем недавно обзор был. Скорая помощь Волга 2402. Вообще, по идее, 2403, по-моему, должна называться. Так, дальше что у нас здесь? Еще новиночки. Какой-то Nissan. А что за Nissan? Опа, это мы будем сегодня с вами рассматривать. Вот это все мы рассмотрим с вами сегодня. В общем, я их сейчас выкладываю на стол. Не буду палить. Хотя вы видите же, да? Джип есть еще Ниссанчик, есть Сузуки. Кто меня просил снять Сузуки? Вот она. Сниму обзор обязательно на Сузуки. В этих машинках открываются двери и плюс ко всему багажник. Света, звука, по-моему, ни в одной нету. Стоимость, сразу сообщу, 400, 450, 500 рублей. Где найдете? Я нашел в обычном магазине игрушек. В принципе, они полно где продаются. В общем, все. Погнали делать обзор. Ну, а еще одна модель от Технопарка. Это модель в тюнинге. Видите, какие грязные колеса? Это делал не я. Он такой и продавался. Стоит у меня теперь на макете. Вот так вот красиво смотрится. Мне очень нравится данная модель. Mitsubishi L200. Потрясающе просто. И вот так вот выглядит. Если ты не знал, что я строю макет, да, я строю макет вот для машинок, моделек, чтобы было поинтереснее их собирать. В общем-то, если не подписан, подписывайся, все ролики есть на канале. Ну что ж, 6 моделей, абсолютно новых 6 моделей, которые я еще не встречал в свободной продаже, как бы вот только появились, и поэтому буду вам показывать. Ну, с чего начнем, с какой коробки? 2 Nissan у нас есть, Suzuki, Jeep и 2 каких-то no-name модели, я не знаю, что здесь, не помню, честно, поэтому ждите, откроем их чуть попозже, да, будет интересно. Итак, погнали. Jeep Grand Cherokee, очень клевая модель, прям, смотрите, какой прям серьезный аппарат, американский автомобиль. Открываем. Опа, опа. В серебристом цвете. Коробочку в сторону. Итак, что мы здесь видим? Резиновые покрышки. Надпись сразу есть. Grand Cherokee. Инерционный механизм, который, кстати говоря, скрыт. Абсолютно скрыт. Тут вот маленькая пипочка, за которую просто вы прикручиваете модель коробки. Ее можно чисто наверняка срезать. Снизу сразу. Технопарк. Сделано в Китае. Jeep Cherokee. С этой стороны также надпись Jeep Cherokee у нас идет. Рейлинги на крыше из металла сделаны. О, здесь еще черным выделен капот. Прикольно. Так, здесь у нас, смотрите, прям оптика классная, пластиковая. Вообще передняя часть очень красиво сделана. Надпись, логотип джипа присутствует, да. Здесь у нас Grand Cherokee написано. Ну, клево. Передняя часть вообще сделана зачетно. Здесь у нас двери идут
сразу с зеркалами из металла сделаны. И вот так вот выглядит салон. И, ребята, здесь салон чисто бомбический. Реально сделан клево. И порог здесь не окрашен, но модель в серебристом цвете. И поэтому как бы особо в глаза не бросается. Открываем следующую дверь. Покажу вам вот этот. С этой стороны, вернее, салон. Ну, клево сделано. Нормально. На твердую как бы 5 сделано. Да, на твердую 5 сделано. Что у нас с дворниками? Дворники сделаны с лобовым стеклом. Ну, в принципе, довольно аккуратно. Задняя часть выглядит вот таким вот образом. Джип Grand Cherokee. И номер, смотрите, как будто сделан отдельной рамочкой. Открываем, здесь спойлерок есть. Можно вот так за него потянуть. И вот так вот выглядит багажник. Довольно вместительный. Можно прям хранить здесь что? Чай. Индийский чай. В общем, грузинский чай. Все что угодно можно здесь хранить. И... ну, в общем, как-то так. Модель на твердую 5, честно, клевая модель. Масштаб не могу сказать, наверное, 1.32, скорее всего. Поехали дальше. Давайте вот Nissan посмотрим, что за Nissan. Тот, который я вам показывал, или другой какой-то. Как думаешь, что здесь за Nissan будет? Опа. Да, это Жук. Nissan Жук. Вот, R2.0. В общем, вот такая модель. Клевая, ничего не скажешь. Но сейчас уже не продают. Но выглядит зачетно. Выглядит зачетно. Вы посмотрите, какие красивые диски у модели. Резиновая покрышка, сразу могу сказать. Инерционный механизм имеется. И скрыт. Ну и как раз на нижнюю часть, видите, модели бывают музыкальные. Но у меня все не музыкальные, потому что как бы я покупаю недорогие модели. Прежде всего показать вам. Если попадается музыкальный, беру, конечно, музыкальный. Сделано в Китае. Nissan Juke 2.0, 2015 год. Итак, передняя часть выглядит вот таким вот образом. Бах, вообще отлично. R2.0, это такой в тюнинге. Посмотрите, вот эти фары, как выглядят клево. Зачет. Значок Nissan присутствует. Прям надпись здесь маленькая есть, Nissan. Вы посмотрите. В общем, прогресс не стоит на месте, и технопарк шагает потихоньку вперед, и он даже сделал здесь отдельные зеркала. И дверные карты здесь даже присутствуют. Вы посмотрите. Зеркала сделаны из пластика вместе с дверной картой. Зачетно. Вообще пороги прокрашены, салон сделан также, в принципе, на твердую 4, я могу сказать. Прям зачет. Супер. С этой стороны смотрим. Вы посмотрите, вы будете реально вот довольны данными моделями. Задняя часть выглядит вот так вот. Nissan также значок присутствует. Вот такой вот спойлер, почему-то двойной. Ни разу не видел, чтобы вот так вот было. Открываем. Ну, такой вот. В общем, багажничек не очень большой. Хоп, закрываем. Оптика пластиковая. Выхлоп сделан. Ну, такая имитация выхлопа. В принципе, зачетная модель. Пороги есть. Ну, нормально. В принципе, нормал. Но масштаб здесь уже побольше, чем вот даже у джипа. Видите, он как-то раздутый. Мне кажется, он должен чуть поменьше быть все-таки. Так, ставим сюда. И поехали. Посмотрим, давайте Сузуки. Кто меня просил, чтобы я снял Сузуки? Напиши комментарий. Вот прям очень много раз писал мне, чтобы я снял Сузуки. И это Сузуки, кстати, в реальном цвете. Вот у меня прям по району такой ездит. Вот в таком вот прям цвете. В общем, вот так выглядит модель. Vitara. Suzuki Grand Vitara. О, здесь даже панорамная крыша. Я не знал, панорамный люк здесь какой-то. Я даже не знал, что у Suzuki бывает панорамный люк. Итак, передняя часть. Опять-таки, значок, логотип вообще претензий нет. По передней части также претензий нет. Vitara написано у нас здесь. Противотуманки просто окрашены. Зеркала здесь сделаны вместе с дверями в сером цвете. И окраска здесь матовая, ребят. Не глянцевая, вот, например, как здесь брать, да? Она такая глянцевая. То здесь такая она шершавенькая, матовая. Диски. Посмотрите, какие диски. Тоже красивые диски. Видно, что прям старались над разработкой данной модели. Прям, мне кажется, в реальности такие диски у автомобиля есть. Все на местах, все стоечки, все в двойном цвете, да, черно-серый он такой. Красивый цвет, приятный. Посмотрим, что внутри. Ну, внутри я бы не сказал, что здесь прям супер. Здесь, конечно, как бы немножечко похуже сделано, немного дверь болтается, дверных карт здесь нету, пороги не окрашены. Соответственно, с этой стороны заглянем. Бывало, как бы я всегда говорю, бывало и хуже, здесь как бы более-менее. Зато, смотрите, с расшивкой сиденья идут. Клево же, клево.
Ну что ж, на крыше у нас находится люк, я уже говорил, да, такой небольшой, не знаю, не видел вживую никогда. И задняя часть автомобиля выглядит вот таким вот образом. Здесь у нас написано, значит, Suzuki, да, Suzuki Vitara. В общем, здесь Vitara. И значок Suzuki, соответственно, тоже присутствует у нас. Небольшой спойлерок находится и багажник. Открываем и заглянем, что у нас здесь внутри. В общем, пороги не окрашены очень плохо, да, не очень красиво смотрится. Вот надо здесь все-таки докрашивать. Здесь прям не очень. А так, в целом, модель тоже зачетная. Мне прям нравится. Погнали к следующей модели. Ну что ж, я предлагаю открыть еще один Nissan. Это у нас Nissan Almera будет. А вот эти две модели, на которых ничего не написано, мы посмотрим чуть позже. Вернее, здесь написано сбоку, но не буду вам показывать. В общем, что здесь написано у нас. Сейчас я сам посмотрю. О, тоже модели, которые многие ждали у меня. Так, открываем. Достаем Nissan Almera. Вот такой вот автомобильчик. Здесь даже у нас присутствует тут резиночка, держит багажник. Так, снимаем ее. Эх, что-то не снимается. В общем, надо ее отрезать. Вот так. И все, давайте. Передняя часть тоже очень клево сделано. Все аккуратно, все на своих местах. Значок Nissan присутствует. Almera у нас написано. Пластиковая оптика. Дворники сделаны с лобовым стеклом аккуратненько. Зеркала вместе с дверями. Модель у нас в каком-то таком синем цвете. Непонятно в каком. То ли матовый он, то ли, ой, вернее, перламутровый, то ли какой-то такой, не пойми какой цвет, честно. Открываем. Пороги опять минус. Салон. Вот здесь салон не очень. Честно, салон не очень. На троечку вот прям очень-очень просто все сделано. С этой стороны показываю вам. Сами можете оценить. Предыдущие модели были в разы лучше. Резиновая покрышка. На колесе инерционный механизм не выпирает. Маленькие какие-то литые диски, имитация литых дисков и большая, мне кажется, покрышка очень. Снизу выглядит вот таким вот образом. Значит, Nissan Almera, технопарк. И посмотрите, какие широченные реально колеса. И сзади оптика у нас пластиковая, Almera написано. И, конечно же, открывается багажник. И здесь у нас нет значка ниссановского. Вот это да, забыли сюда его добавить. И вот так вот выглядит багажник. Ну, мелкий, честно, мелкий. В общем, такая модель на любителя. Кому нужно сильно, тот может приобрести. Но цвет вот я не пойму. Вот вам видно? Честно, он какой-то интересный такой цвет. Ладно, ставим сюда и поехали. Откроем вот эту модель. Это, ребята, машина, которая нравится многим. Ну, может, конечно, есть кому не нравится, кому все равно. Вот мне как бы... Я особо не поклонник данной модели, потому что предпочитаю другие марки. Ну, вернее, другие классы автомобилей. В общем, это Toyota Camry у нас. Вот в таком вот рейсерской окраске. Вот даже рейс здесь написано. Toyota Camry. Давайте пишите 3.5, да? В общем. Ну что ж, передняя часть оптика из пластика сделана. Хорошо проработана. Посмотрите, там даже внутри как будто лампочки. Значок Toyota присутствует. Camry на номере написано. Дворники с лобовым стеклом сделаны. 63 номер у нас. Такие полоски идут спортивные. Люк на крыше, соответственно. Здесь также у нас все декалечках, да, 63 тоже номер. Открываем. Пороги у нас, кстати, не окрашены, но они вот так вот прям сделаны аккуратненько здесь. Здесь ничего не прикопаешь. Салон. Ну, салон, да, немножко страдает. Попроще тоже сделан, как и у Nissan. Здесь смотрим. Ну, так, простенько, в общем. Имитация литых дисков. Инерционный механизм есть. Снизу модель выглядит вот таким вот образом. Здесь отсек для батареек. Но, повторюсь, у меня модель не музыкальная, соответственно. Toyota Camry сделана в Китае. И с этой стороны у нас оптика пластиковая. Camry написано. Toyota V6. И открываем вот этот маленький багажник. О, а он и не открывается вообще совсем. От слова совсем. Его как бы неудобно открывать. В общем, ну такая модель. В принципе, на четверку тянет, я думаю. Но вот это, мне кажется, будет задевать, если его катать. Ну, хотя нет, ездит нормально. Так.
И давайте покажу вам следующую модель. Вообще у меня вот больше всех нравятся пока вот эти две модели, как сделаны, очень зачетно. А вы напишите комментарий, какая модель вам понравится больше всего. Обязательно жду такой комментарий. И не забываем про конкурс, да. И здесь у нас Mercedes GLE Coupe. Кто-то тоже меня очень сильно просил. Напиши комментарий, если это был ты конкретно. Я буду хоть знать, выполнил я твою заявку или нет. Кстати, можете писать в комментариях, что вам снять, и я обязательно попробую это найти и сделать обзор. И вот такой вот у нас, вот такой вот красавчик GLE Coupe. В общем, оптика пластиковая, значок Mercedes присутствует, GLE Coupe написано у нас на номере, резиновая покрышка, сбоку выглядит вот так вот, но немножко, честно сказать, замылена модель, замылена, нет каких-то таких остроты линий, как-то, как будто немножко так, как обмылок. Так, здесь у нас, значит, дворники, сделаны с лобовым стеклом, маленький, вот видите, даже окошки маленькие, палец сюда даже не пролазит. Опа, сейчас попробую открыть. Здесь пороги у нас прокрашены. Салон у нас опять-таки здесь на троечку идет. В общем-то, имитация литого диска, резиновая покрышка, инерционный механизм есть. Люк на крыше. Это не панорамная крыша, я думаю, это люк. И с этой стороны попробуем открыть. Зеркала идут вместе с дверями. Хотя, знаете, на четверочку, наверное, тянет. Там даже есть навигатор. Не навигатор, а вот информационный дисплей, так сказать. Он там присутствует. Сзади выглядит модель вот таким образом. Здесь у нас что? GLE Coupe, значок Мерседеса. И все, больше декалечек нету. И давайте откроем. Да, это купе. И вот так вот открывается багажник, как и положено. Значит, выглядит вот таким вот образом. Не очень большой, но и такой не очень маленький. Немного до конца не закрывается. Выхлоп сделан. Снизу модель выглядит вот так вот. Made in China, Mercedes-Benz GLE Coupe. В принципе, нормальная модель. В общем-то, вот такой вот обзор. 6 моделей новых. Для меня, вот, по крайней мере, вот эти новые. Вот это новое, вот это. GLE Coupe я видел, но не успевал купить. В общем, в принципе, новые модели. По крайней мере, для меня. А вы напишите, какая для вас новая модель, да, и вообще, какая больше всего понравилась. Все. Пишите комментарии, ставьте лайки, участвуйте в конкурсе. В общем, главное, подписанным быть на канал. Все. С вас лайкос, с меня видос. Всем, короче, до свидос.